Огненная стихия охватила Турцию, Бразилию и Испанию. Прошедшей ночью небо озарила редкая кровавая луна, в это же время Таиланд и Китай ушли под воду, а в Альпах на глазах у туристов произошел масштабный обвал горной породы. И это лишь часть событий, которые потрясли мир за последние сутки. Подробности в сегодняшнем выпуске «Горизонт событий». Приветствую вас, друзья! Вчера Сочи накрыла мощная гроза, сопровождавшаяся сильным ливнем и шквалистым ветром. Гроза обрушилась на город около 10-12 часов по местному времени, принеся обильные осадки и порывы ветра до 20 метров в секунду. В результате оказались потоплены несколько центральных улиц, включая районы Адлера и центрального Сочи, где вода проникла в низины и временно затруднила движение транспорта. На Сухумском шоссе упавшие деревья перегородили проезд, это привело к пробкам. Дорожные службы оперативно расчистили участок дороги, но водителей предупреждали о риске новых обвалов. МЧС рекомендовала избегать зон с деревьями и рекламными конструкциями, где ветер мог вызвать дополнительные инциденты. Уровень реки Ира достиг критических отметок, но остался в русле, не создав угрозы подтопления. МЧС России по Краснодарскому краю выдала экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений с 7 по 9 сентября. В горной местности сохраняется риск схода селевых потоков и резкого подъема воды в реках. Особую опасность представляют смерчи над акваторией Черного моря на участке Магре-Веселое, которые могут сформироваться до конца 9 сентября. Прошедшей ночью можно было наблюдать полную сентябрьскую луну, которая благодаря традициям североамериканских индейцев и фермеров также известна как кукурузная луна. В этом году журналисты окрестили ее еще и багровой из-за красноватого оттенка во время полного лунного затмения, которое наблюдалось вчера вечером. По данным Московского планетария и НАСА, началось лунное затмение в 19 часов 27 минут по московскому времени. В этот момент Луна вошла в полутень Земли, постепенно теряя яркость. К 20 часам 30 минутам Луна полностью погрузилась в тень Земли, начав фазу полного затмения, которая продлилась 83 минуты до 21 часа 53 минут. В этот период Луна приобрела характерный багровый или красноватый оттенок из-за рассеяния солнечного света в атмосфере Земли. Полное возвращение к обычному виду завершилось к 22 часам 56 минутам, после чего Луна продолжила сиять до захода около 5 часов утра. Почему ее называют кукурузной и багровой? Название «кукурузная луна» происходит из календаря коренных народов Северной Америки, где сентябрьская полная луна ассоциировалась с уборкой кукурузы. Багровой ее назвали СМИ, подчеркивая ее оттенок во время затмения, вызванный преломлением света через земную атмосферу. Затмение было видно на большей части Евразии, а также в Африке, Северной Америке и на востоке Южной Америки. В субботу в популярной туристической коммуне Сикст-Феррошеваль, расположенной в Верхней Савойе во французских Альпах, произошел масштабный обвал скалы. Обвал произошел в районе знаменитого цирка Феррошеваль, одного из самых впечатляющих природных амфитеатров Альп, привлекающего тысячи посетителей ежегодно. Туристы, находившиеся неподалеку, услышали громкий грохот, после чего увидели, как огромный участок скалы обрушился вниз, подняв облако пыли. Предварительные оценки геологов из Национального центра научных исследований указывают, что обвал был спровоцирован таянием вечной мерзлоты и недавними осадками, усилившими давление на нестабильные склоны. Объем рухнувшего материала оценивается в 12 тысяч кубических метров, он частично перекрыл тропы вблизи заповедной зоны. Власти коммуны Сикст-Феррошеваль временно закрыли доступ к некоторым пешеходным маршрутам, чтобы провести обследование и оценить риски дальнейших обвалов. Спасательные службы эвакуировали туристов из зоны риска, сообщается, что серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Французские Альпы в 2025 году переживают волну подобных инцидентов, связанных с климатическими изменениями.
По данным Национального центра научных исследований, частота обвалов скал увеличилась в 10 раз с 1970-х годов из-за потепления, которое разрушает слой вечной мерзлоты, удерживающий породы. В этом году уже зафиксировано от 150 до 200 крупных обвалов в массиве Монблан. Посетителям рекомендуют избегать троп вблизи склонов, особенно в период после дождей. Регион остается открытым для безопасных экскурсий, но власти Верхней Савойи готовят план по укреплению склонов на сумму около 500 тысяч евро. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Великобритании на прохожих чуть не упал фасад церкви, построенной в 1850-х годах. На кадрах запечатлен момент, когда прохожий заметил осыпающийся фасад прямо перед тем, как он рухнул на тротуар. Случай произошел в городе Кликхитон на севере Англии. Сообщается, что никто не пострадал. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вчера на западе Турции, в провинции Балакисир. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 58 километрах к юго-востоку от города Балакисир и всего в 7 километрах к югу от района Сындерби. Очаг залегал на небольшой глубине 7,7 километра, что усилило ощущаемость толчков в регионе. Сейсмическая активность затронула округ Сама в провинции Маниса, включая близлежащие деревни, такие как Алкыр и Гёльджук. Толчки ощущались в Балакисире, Манисе, Бурси и даже в Стамбуле, вызвав панику среди жителей. После основного события последовали афтершоки магнитудой 3,5 и 3,3, а также более слабые толчки. Все они произошли в одном районе, на глубинах от 7 до 10 километров, что указывает на продолжающуюся сейсмическую активность. О жертвах или значительных разрушениях не сообщается. Местные власти провели осмотр зданий в Сындербе и Саме, не обнаружив серьезных повреждений. Однако, как сообщается, жители деревень в округе Сама эвакуировались на открытое пространство, опасаясь афтершоков. Запад Турции, включая провинции Балакисир и Маниса, расположен в сейсмически активной зоне на стыке Анатолийской плиты и плиты Эгейского моря. Из-за этого регион регулярно испытывает землетрясения. В субботу на химическом предприятии в Ньюбурке, в штате Индиана, вспыхнул крупный пожар, сопровождавшийся серией взрывов. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям округа Уоррик, огонь охватил заднюю часть здания, где хранились горючие металлы, такие как магний и другие химикаты, используемые для обработки металлов и полимеров для отраслей аэрокосмической промышленности, автомобилестроения, электроники и нефтегазового сектора. Жители просили оставаться в помещениях, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования, чтобы избежать возможного вдыхания токсичного дыма. В тушении пожара участвовали более 12 пожарных департаментов из округов Уоррик, Вандербург, Дэвис и других, включая специалистов по опасным веществам из Эвансвилла. К утру 7 сентября огонь был локализован и объявлен потушенным после 13 часов борьбы. О пострадавших не сообщается. Причина пожара пока устанавливается. В субботу в сельской местности штата Миннесота потерпел крушение вертолет Робинсон Р-66. Инцидент случился в районе Лейквилла, примерно в 40 километрах к югу от Миннеаполиса, к западу от регионального аэропорта Эйр-Лейк. По данным полиции Лейквилла и Федерального управления гражданской авиации, вертолет взлетел из аэропорта Скай-Парк в Лидии и направлялся в аэропорт Эйр-Лейк. За время полета он достиг максимальной высоты около 670 метров, крушение произошло всего через 8 минут после взлета. После удара о землю вертолет загорелся. Полиция Лейквилла сообщила, что на борту находились пилот и один пассажир, они погибли. Предварительные причины крушения пока не названы, проводится расследование.
Паттайя и прилегающие районы провинции Чонбури в Таиланде пострадали от сильного ливня. По данным тайского метеорологического департамента, осадки продолжались несколько часов, интенсивность достигала 50-100 мм в час. Это привело к подъему уровня воды на 10-50 см в низинных зонах. Наводнение затронуло как центральные районы Паттайи, так и восточную Паттайю, где вода проникла в жилые кварталы и коммерческие зоны. Десятки мотоциклов и автомобилей оказались затоплены. Местные власти эвакуировали несколько десятков человек из подтопленных домов. О пострадавших не сообщается. Паттайя регулярно сталкивается с подобными проблемами в сезон муссонов. Метеорологи связывают нынешний ливень с влиянием юго-западного муссона и тропического шторма Пейпах, который, хотя и не угрожал напрямую Таиланду, но усилил нестабильность погоды в регионе. Власти Чонбури перевели коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы, в пострадавших районах ведется откачка воды. На затопленных участках дорог временно ограничено движение транспорта. Жителей и туристов призывают избегать низинных районов и не парковать транспорт в уязвимых зонах. В районе Бодрума, в турецкой провинции Мугла, вспыхнул лесной пожар, который за считанные часы охватил значительную территорию. По данным Управления лесного хозяйства Турции и местных властей, огонь начался днем на трансформаторной подстанции и быстро перекинулся на лесной массив, уничтожив около 100 гектаров растительности. Распространению пламени способствовали сильный ветер и жаркая погода. Для тушения огня было задействовано более 400 человек личного состава, а также 8 самолетов и 10 вертолетов. Благодаря слаженной работе пожарных к вечеру огонь удалось остановить, не допустив его распространения на жилые зоны и туристические объекты. Эвакуация жителей не потребовалась, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание на подстанции. Власти подчеркнули, что это один из самых серьезных пожаров 2025 года в регионе. За этот год в Турции уже зафиксировано более 2957 пожаров, уничтоживших 16 441 гектар леса, это на 45% больше, чем в 2024 году. На центральные районы мегаполиса Чунцин обрушился сильный ливень, вызвавший локальные подтопления улиц в районах Бишань и Шапинба. По данным китайского метеорологического управления, максимальное количество осадков за час достигло 106 мм. Это значительно превышает средние показатели для сентября и привело к переполнению ливневых систем в низинных зонах. Ливень продолжался более 2 часов. В Бишане вода затопила несколько ключевых улиц, включая прилегающие к реке Цзялин территории, где образовались лужи глубиной до 30 сантиметров. В Шапинба, одном из самых густонаселенных районов с населением свыше 1,5 миллиона человек, подтоплены пешеходные зоны и подземные переходы, это привело к временным пробкам и задержкам общественного транспорта. Местные власти оперативно задействовали спасательные бригады, эвакуировав около 200 человек из наиболее уязвимых зон. В наиболее пострадавших районах задействовали насосы для откачки воды. Метеорологи связывают ливень с влиянием юго-западного муссона, который в этом году усилился из-за аномально теплой погоды. Общий объем осадков за сутки в Чунцине превысил 150 мм, что на 40% выше нормы для этого периода. В районе города Висенти-де-Карвалье, расположенного в бразильском штате Сан-Паулу, вспыхнул крупный лесной пожар, охвативший тысячи гектаров сухой растительности. По данным Национального института космических исследований Бразилии и местных властей, огонь начал распространяться 6 сентября из-за сильного ветра и засухи. К утру 7 сентября площадь возгорания превысила 5000 гектаров, угрожая близлежащим сельскохозяйственным угодьям и жилым кварталам. По предварительным данным, пострадали десятки гектаров сахарного тростника,
огонь приблизился к трассе SP-250, вызвав временные ограничения движения. Для 200 жителей из прилегающих районов была объявлена эвакуация. Столицу Грузии вчера накрыл сильный дождь. По данным Национального центра окружающей среды и гидрометеорологии Грузии, за несколько часов в Тбилиси выпало до 50 мм осадков, что привело к переполнению ливневых систем и затоплению улиц в низинных частях жилого района Дидидигоми. Сильный ливень, сопровождавшийся порывами ветра до 15 км в час, продолжался более часа. Подтопило проезжую часть, возникли заторы в движении транспорта. Улицы превратились в реки, порой глубина достигала 30 сантиметров. По предварительным данным, оказались подтоплены несколько кварталов, включая улицы недалеко от реки Кура, но серьезных повреждений не зафиксировано. Для ликвидации последствий непогоды аварийные службы города перевели на усиленный режим работы. Лесной пожар, вспыхнувший 6 сентября в приходе Касая муниципалитета Карбальедо де Вальдиарас в испанской провинции Оренсе, уничтожил более 850 гектаров леса и кустарников. По данным Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Галисии, пожар начался в районе старой вольфрамовой шахты Вальбарас в 2 удаленных точках, между которыми возникли дополнительные очаги огня, что указывает на возможный поджог. К вечеру первого дня огонь охватил около 150 гектаров, ночью ветер усилил его распространение, увеличив площадь до 500 гектаров к утру 7 сентября и до 850 к вечеру. Несмотря на это, его удалось локализовать благодаря выходу в более доступную для пожарных местность. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра. Нам будет еще о чем рассказать вам.